Привет, рукодельницы! В сегодняшнем видео делюсь с вами процессом пошива сумочки по моей выкройке, ссылку на которую оставлю в описании к видео. Сумочку задумала на лето, легкую, удобную, из светлой ткани, которую без проблем можно стирать. Моя ткань водоотталкивающая плащевка на тканевой основе. Так что давайте приступаем, сейчас все вам покажу и расскажу. Я уже распечатала выкройку и начинаю вырезать все ее детали. Следующий этап: проглаживаю подкладочную внутреннюю ткань и основную ткань сумочки. Для того, чтобы верхняя ткань сумочки держала форму, я возьму синтепон, который проглажу утюгом вместе с паром, доведя его до тоненького состояния. Проглаживать синтепон буду через специальную ткань, которая мне предназначена для проглажки утюжки. Вот такой тонкой становится синтепон после проглаживания. Начинаю раскрой деталей. Сколько деталей из какой ткани нужно сделать, все есть в файле самой выкройки на первой странице. Сумочку можно шить без синтепона, если ткань у вас довольно плотная. Моя ткань тонкая, поэтому я использую синтепон. Я вырезала все детали бумажной выкройки, все их перенесла на ткань, кроме детали ремешка. Он у нас вырезается и выкраивается уже в последнюю очередь, когда сумочка будет готова. Это последний этап пошива. Также мне понадобится два замка белых. У меня они длиной 25 сантиметров. И еще хочу использовать специальные финтифлюшки для пошива сумочек. Вот выберу сейчас то, что мне понравится, и это будет на моей сумочке. Я выбрала вот такие квадратики, но вижу, что они уже, чем ремешок сумочки, поэтому придется мне ремешок выкраивать не по выкройке, а как-то самой уже все чертить. Начинаю я с того, что буду раскраивать и настрачивать внутренний карман к подкладу. Можно делать и без этого кармашка, но мне хочется, чтобы все-таки внутри был карман, в который я буду складывать ключи, маски и какие-то другие мелочи. Теперь накладываю деталь кармана на основную часть внутренней части сумочки. И по краю аккуратненько пристрочу, чтобы они держались вместе. Дальше собираю внутреннюю часть сумочки из подкладочной ткани. Получается у меня две основные детали, одна из них с карманом. И боковую часть просто все соединяю сначала серединки, краешки, и уже потом их все вместе скалываю. Кто шьет сумку первый раз, у кого еще нет большого опыта в пошиве сумок или вообще каких-то сложных вещей, я вам очень советую сметать, потому что иголки — это уже такой более продвинутый уровень, они не так хорошо держат, и с ними можно намучиться, поэтому, девчонки, сметывайте. Самая сложная часть этого этапа — это совместить аккуратненько уголочки. Здесь просто нужно проявить усердие и аккуратность. Ну вот, внутренняя часть сумочки готова. Теперь перехожу к работе с внешней основной частью. Подбираюсь к сбору основной части сумочки с кармана. Для этого беру выкроенную часть кармана из подкладочной основной ткани и между ними прокладываю молнию. Молнию я приметываю. Здесь с иголками не совсем удобно, поэтому рекомендую все-таки сметывать. Меняю лапку на специальную для пришивания молнии. Убираю язычок, прошиваю часть молнии и потом возвращаю язычок наверх, чтобы он не мешал дальше прошить молнию. Теперь нужно аккуратно все отстрочить. После отстрочки, это у меня уже следующий день, я молнию оборачиваю обычной обтачкой. Обтачку я брала шириной 3 сантиметра. Теперь можно собрать одну основную часть внешней части сумочки. Для этого беру синтепон, основную деталь, и на нее притачиваю по краешку карман.
Дальше собираю верхнюю часть сумочки. Для этого у нас с вами есть 4 детали по выкройке. И я прокладываю между ними молнию. И параллельно слушаю аудиокнигу. Отличный способ совмещать приятное с полезным. Верхняя деталь сумочки готова, и она у меня совпадает с выкройкой. А вы, девчонки, смотрите, тут все зависит от того, на какую ширину вы пришивали молнию. Если у вас верхняя деталь выходит за рамки боковой детали, просто срежьте лишнее. Следующим этапом я буду складывать, притачивать на машинке синтепон вместе с основной тканью сумочки. Дальше я хочу сразу сделать и ремешок, и шлёвки, на которых будут держаться мои вот эти вот металлические детальки. И еще сделаю небольшую такую шлёвочку, как держалку для брелков, которые я обычно вешаю на сумке. Ремешок для сумки я выкраиваю на длину 135 сантиметров и потом лишнее отрежу. Все эти детали буду делать по одному принципу. Складывать лицом к лицу, стачивать их по краю на машинке, а потом просто выворачивать. После стачивания срезаю часть ткани со шва, чтобы не было никаких уплотнений и просто чтобы меньше ткани оставалось. Опять же, меньше на себе таскать, у нас же легкая летняя сумочка. Затем разворачиваю шов на одну из сторон, чтобы он шел посередине. И эта сторона уже будет как бы изнаночная. Выворачиваю с помощью обычной палочки для суши. Девчонки, кто шьет со мной по этому МК, поздравляю, мы уже приближаемся к завершению пошива. Сейчас наша задача собрать все детали основной части сумочки. Для этого мы берем верхнюю часть, боковушки и основные детали, и все это сшиваем. Что ж, я все сшила. Теперь на местах скругления я делаю небольшие надрезы, чтобы при выворачивании у нас все аккуратненько легло и шов смотрелся красиво. За кадром я обработала внутреннюю часть сумочки из подкладочной ткани, просто отогнув и приутюжив ее на ширину шва. Теперь вкладываю основную часть сумочки в нашу подкладочную ткань и буду все это аккуратненько сшивать вручную. Ну, можно сказать, сумка почти готова. Мне осталось только пришить ремешок. А это та самая шлёвка для брелков, ну или для каких-то других штучек, которые хотите повесить на свою сумочку. Этой детали не было выкройки, она чисто опциональная, только для любителей брелочков. Ремешок я сначала отстрачиваю на ширину половины лапки, а уже потом пришиваю его к сумке. И теперь момент истины. Сумка должна была быть легкой. Давайте проверим, насколько она легче готовой сумки из магазина. Получается почти в 2 раза легче. Ура! Надеюсь, видео и выкройка были вам очень полезны, и буду рада, если вы тоже сошьете себе такую легкую, удобную сумочку на лето. И, конечно, еще больше буду рада, если поделитесь в комментариях о своих результатах.